С. Ну, это, конечно, номер один для коллагена. И если его принимать, то дозировки должны быть от 500 мг до нескольких грамм. Это зависит уже от человека, у всех своя доза. В сыворотке надо, чтобы было около 20%. Больше нету смысла. В принципе, все формы наружно, они не очень хорошо впитываются. И, например, сама аскорбиновая кислота в форме L-аскорбиновой кислоты, она нестабильна. Но, например, улучшает усваиваемость это, например, после химического пилинга. Или также, если вы принимаете вовнутрь, то нужно L-аскорбиновую кислоту принимать с добавками магния или кальция, или калия, или натрия. Они улучшают всасываемость, так же, как и наружно. Поэтому лучше выбирать, например, сыворотки, где уже есть что-то из них. Ну, например, вот здесь вот я посмотрела именно такая сыворотка, как раз 20%. И здесь есть и натрий, и также есть и другие, фурлевая кислота, которая также повышает всасываемость. Но вообще, конечно же, лучше ее побыстрее использовать, потому что она долго не держится. Но так же, как другие антиоксиданты, они, в принципе, тоже могут помочь улучшить ее как бы всасываемость. И, конечно же, С-витамин, он отвечает за всю соединительную ткань. Это вся и кожа, и кости, сосуды, суставы. А как раз таки деформация костей лица. Вот, например, вот как здесь мы видим такая траектория. Например, вот здесь вот женщины и мужчины, например, в период менопаузы у женщин в 3 раза быстрее происходит изменение, ну, скажем, старение, деформация. И вот здесь мы видим молодая, вот здесь уже старше. И, например, здесь мужчины, здесь это не так происходит. Поэтому обязательно в это время следите за гормональным фоном. У меня есть видео тоже на эту тему. Ну и также, конечно же, надо обязательно смотреть за солнцем, потому что солнце это тоже очень сильно, оно, конечно, вызывает много морщин, и С-витамин, он защищает от солнца. Посмотрите, у меня тоже есть видео об этом. Или, например, также были исследования, где 3-10% местно в течение 12 недель уменьшало образование морщин. Ну и также увеличивался, конечно, коллаген, уменьшалась пигментация. Ну и, конечно же, если вы курите, то вам нужно дополнительно С-витамин, потому что все-таки курение, оно очень сильно, тоже много морщин появляется из-за этого. Ну вот опять тогда это фуруловая кислота, вот она как раз таки исследование, где она стабилизирует. И, например, если С и Е витамин, он в 4 раза, от 4 до 8 раз она улучшает именно защиту от солнца. И но здесь было опять-таки 15% L-аскорбиновой кислоты и 1% альфа-токоферола. Витамин Е является тоже сильным антиоксидантом, но они работают вместе с С-витамином. И С-витамин, он защищает Е-витамин и усиливает его. И вместе они как раз-таки предотвращают перекисные окисления липидов, которое как раз связано со старением кожи. Местное применение очень защищает от солнечных ожогов и вообще от различных излучений, от эритемы помогает, ну и от различных хронических повреждений кожи. Например, 3 недели приема небольших доз токоферола повысила уровень Е-витамина в коже. А если местно, то это нужен 2-20% токоферола в креме или в сыворотке. Но это довольно-таки много. Но опять-таки Е-витамин, он не такой эффективный, как, например, витамин В3 или С, поэтому лучше комбинировать его. Витамин А стимулирует синтез коллагена, улучшает текстуру кожи, мелкие морщины, акне, псориаз, пигментацию. Ну и, конечно, самая все-таки используемая форма – это ретинол.
В принципе, она хорошо всасывается наружно, но, конечно же, лучше ее принимать вовнутрь, витамин А, да. Но все-таки, так же как и С-витамин, витамин А, он тоже не очень стабилен. Поэтому, конечно же, лучшая, например, биодоступная форма наружно – это треотинаин. Но опять-таки чаще всего, конечно, это и ретинол, и всякие пальмитаты, ретинали, ацетаты, но они уже не самые хорошие. Например, так же, как ретиноиды, они вообще уменьшают и пигментацию. Было исследование, где на 60% она уменьшалась, и также способствует правильному распределению меланина в коже. Или, например, бета-каротин, астаксантин, ликопин, они так же, как и ретинол, обладают фотозащитными свойствами. И они, конечно, сильные антиоксиданты, которые защищают кожу и от солнца, который, как я говорила, очень важный фактор в старении. И также, например, было исследование, где дозировка была бета-каротина 12 мг не менее 7 недель. И это защищало кожу от эритемы, вызванной ультрафиолетом. Ну и от других тоже там защищала она. А вообще, конечно, астаксантин, он один из самых сильных каротиноидов, которые защищали от ультрафиолета. Ну и также от обвисания кожи и появления морщин. В принципе, и местно, и в виде приема добавок. Также здесь и дальше написано и про D-витамин, который также защищает, например, от рака кожи, которая связана именно с антивозрастным таким действием у него. И также он необходим для выработки антимикробных пептидов в коже человека, которые, то есть они нужны, чтобы предотвращать инфекции. А это также необходимо, если у вас акне или какие-то такие заболевания. Полифенолы, такие как зеленый чай, ресвератрол, силимарин, и другие. Они также, когда вы их принимаете вовнутрь, защищают от воспаления кожи, окислительного стресса, повреждений ДНК, особенно в сочетании с солнцезащитными кремами. Также несколько исследований подтвердило, что зеленый чай защищает тоже кожу. И также это помогает наружно. Но опять-таки надо смотреть, выбирать именно, конечно, качественные крема, где хотя бы достаточно их процент в составе. Коэнзим Q10. Необходимый антиоксидант. Добавка витамина Е 50 мг селена и Q10, ихнее сочетание как раз-таки повысило ихний уровень в роговом слое кожи через 15 и 30 дней. Но когда это же сочетание было в креме, то уровень в роговом слое не повышался, повысился только в кожном сале. Ну и, например, вот следующее есть исследование. Это у нас как раз-таки, когда 50 и 150 мг в течение 12 недель 33 пациента, и у них как раз-таки улучшилась гладкость кожи и уменьшились морщины. Но это не повлияло на толщину и на увлажнение. Неоцинамид. 5% концентрат используется как средство против старения. Улучшается эластичность кожи, пигментация уменьшается, эритема. Но опять-таки это было 3 месяца местного лечения. Дальше в этом исследовании можете посмотреть вообще, что вообще помогает, какие процедуры помогают. Это я уже не буду озвучивать. Или, например, вот там следующее исследование, это проверяли как раз-таки B3 и B5. Например, тканевая маска с неоцинамидом уменьшала размер пор, пятен и морщин. Тканевая маска с депантенолом, как раз-таки она сильнее увлажняла и придавала гладкость. Но здесь была довольно-таки большая концентрация витаминов. Коллаген. Низкомолекулярные пептиды коллагена 1 грамм в день в течение 12 недель.
и улучшалась эластичность кожи, кожа стала более увлажненная и также уменьшались морщины. И уже на 6-й неделе были заметны улучшения. Так, дальше вот у нас есть следующее исследование. Здесь уже было и 805 пациентов. В течение 3 месяцев они показывали те же результаты. Но здесь была еще добавка витаминов. Здесь добавляли еще витамин С, Е, биотин, цинк и ацеролу. Коллагена здесь было 2,5 грамма. Ну и, конечно же, если вы хотите покупать отдельно коллаген, то всегда берите его с С-витамином. Это без него просто никак. Он как раз-таки и участвует в этом. Также здесь еще и у нас описывается вообще, как это все происходило. Например, они 3 месяца это принимали, и кожа была увлажненная на 28%. И после окончания еще в течение 1 месяца также происходило увлажнение кожи. Шероховатость кожи улучшилась на 41%. И значительно уменьшилась глубина морщин на 18,9%. Плотность кожи также улучшилась на 24,8%. И после прекращения приема немного снизилась, но не на исходный уровень. Но более стойкое улучшение было после прекращения приема. Это как раз-таки морщины не вернулись. И также, например, вот если у нас смотреть наружно, да, то это у нас тоже здесь было 20 женщин, как раз-таки от 40 до 62 лет в течение 4 недель мазались 3% гидролизированным коллагеном вокруг глаз. И у 65-75% были заметны улучшения. Ну, вот, например, я здесь нашла такой довольно-таки бюджетный вариант. Это корейская косметика. И здесь очень много как раз-таки коллагена. Самое большее, что здесь есть, это коллаген морской. И поэтому вот я бы его тоже вам советовала. А вообще, конечно же, ищите. И, например, то есть слово или пептиды, или гидролизированные, это в принципе то же самое. Поэтому можете найти. Медь. Медь, она как раз-таки также усиливает выработку коллагена и 1, 2, и 5, ну и также эластиновых волокон. И, конечно же, она антиоксидант и антисептик. Ну и она, конечно же, хорошо усваивается и вовнутрь, и наружно. И вообще она считается такой, это женский минерал, конечно же, и от седины, и от пигментации. И, например, даже наволочка с оксидом меди в течение 8 недель уменьшала количество морщин. Поэтому дальше тут вот, например, исследования, где как раз-таки они сочетались вместе с цинком, и у 21 пациента, опять-таки, в течение 6 недель улучшился биосинтез эластина и разгладились морщины. Но опять в кремах в основном это терапептид меди. Вот я нашла такой крем, я его тоже когда-то брала, мне понравился. Здесь терапептид меди, и он здесь не в самом конце, потому что он здесь где-то в середине, а у остальных, к сожалению, в конце в основном это медь. Ну, здесь отдельно про цинк. Конечно же, цинк, он применяется в натуральных солнцезащитных кремах, и он намного эффективнее, чем оксид титана. Ну и, конечно же, он необходим практически при всех заболеваниях и кожи, ну и, конечно же, остальных. И помогает и как антисептик, и при псориазе, и при акне, пигментации, экземах, дерматитах, бородавках, проказе, при различных ранах. Ну и как раз-таки в организме очень часто дефицит, и цинк он плохо усваивается и из добавок, и из продуктов. И лучшая форма, которая лучше всего усваивается, это пикалинат. И, конечно, его лучше все-таки принимать с А-витамином, они работают вместе.
И, конечно, при, например, пигментных расстройствах его лучше принимать и вовнутрь, и наружно. Например, 10% сульфата цинка в течение 3 месяцев снижали площадь и тяжесть гиперпигментации. Или, например, вот можете, я нашла такую мазь, она, конечно, от раздражения под подгузники, но, конечно, можно ее при различных и кожу, и куда угодно мазать. И здесь 40% оксида цинка. Это очень сильно, потому что в аптеках, например, там даже вообще не пишут, сколько цинка в составе. Конечно, можно купить и порошок оксида цинка и самому сделать, но мне вот эта мазь очень понравилась. Жирные масла. Вот, например, проникновение липидов в эпидермис происходит сильнее. На первом месте это оливковое масло, потом кокосовое масло, дальше виноградных косточек и авокадо. Ну и также, например, миндальное масло, оно хорошо влияет на воспаление кожи, и также масло ши тоже на воспаление, и оно стимулирует выработку коллагена. Дальше вы можете здесь посмотреть, здесь идет таблица масла, которые обладают противовозрастным эффектом. Это, конечно же, оливковое масло, виноградных косточек, ну потому что там, конечно, резвератрол содержится, также и косточек граната масла. Но самые сильные были это как раз таки шиповник, миндальное масло, жажаба, кунжутное, арахисовое и кокосовое, как ни странно. Кокосовое масло, оно обладает, в принципе, всеми свойствами, которые здесь перечислены дальше. Это и восстанавливает кожный барьер, и антибактериальное, противовоспалительное, антиоксидант, лечит раны, старение кожи и рак кожи. И в нем, например, каприловой кислоты 8%. Но опять-таки это масло первого отжима хорошее. А она очень даже от вирусов, грибков, бактерий помогает. И, например, можно купить вот ее здесь, она как раз-таки используется как раз там от кандиды или различных других проблемах. И также она очень хорошо, если вы ее принимаете вовнутрь, очень увлажняет кожу и для кожи очень такой позитивный дает результат. И, например, также еще в ней же, например, но вообще в кремах она тоже присутствует. И во многих кремах, например, она даже в начале списка есть. Это и киприловый триглицерид, то есть она там обозначается. Но также еще в кокосовом масле 50% монолаурина, который также проявляет антимикробную активность и против грибков. Ну, можете это уже дальше сами почитать. Или, например, еще масла, которые защищают от солнца. Это и кокосовое масло, соевое, арахисовое, миндальное и масло малины. Жирные кислоты. Высокое потребление линолевой кислоты связано с более низкой вероятностью старческой сухости и атрофии кожи. 12 пациентов с легкой степенью получали 3 месяца рыбий жир, и это уменьшило воспаление, вызванное ультрафиолетом. Прием витаминов С, Е, нагинола и масла примулы вечерней снижали образование морщин, вызванное ультрафиолетом. Это если принимать их в добавках. Гиалуроновая кислота. 80% старения кожи связано с ультрафиолетовым облучением. Например, таких вот голые мышки. 5 минут на солнце, и у них уже начиналось усиленное отложение гиалуроновой кислоты в коже, что указывает на повреждение кожи, и что это происходит очень быстро. То есть там начинается откладываться шрамоподобный коллаген. И, конечно же, это не обычный коллаген, который придает эластичность, а именно, скажем, плохой. И гиалуроновая кислота, конечно же, начинает уменьшаться ее количество.
А вообще ее добавки, если принимать, они очень хорошо распределяются в организме и по коже, и очень хорошо увлажняют кожу. Много исследований тоже сделано. И, например, 60 женщин и мужчин от 22 до 59 лет принимали 12 недель 120 миллиграмм, и через 8 недель у них уменьшились морщины. Через 12 недель блеск и эластичность также улучшились. Или, например, тоже здесь довольно-таки много исследований, можете дальше смотреть. Например, также и проверяли крема, и, например, Белла, Нивеа, Ланком, Шанель. То есть 20 человек 3 месяца наносили крема, и глубина морщин, и также и уплотненность кожи, они до 30% изменились. Но опять-таки здесь не совсем уверены, потому что много других компонентов было в этих кремах. Но в принципе другие исследования, они похожие. И, например, гиалуроновая кислота, она дает лучший результат в креме, если она низкомолекулярная, 50 и 130. Вот это уже было связано как раз-таки, когда уменьшились глубокие морщины. А если была она более крупные частицы были, то просто была кожа увлажненная и эластичная. Например, вот здесь я нашла, здесь есть мультимолекулярная, поэтому здесь разные размеры, просто низкомолекулярной я не нашла. Я эту не пробовала, но надеюсь, что должна быть неплохой. А вообще, конечно, в креме должно быть хотя бы 0,1% гиалурона. И лучше, конечно, низкомолекулярного. И в течение 60 дней уже начинают быть заметны улучшения. Альфа-липоевая кислота. Крем 5%. Уменьшал мимические морщинки приблизительно 50%. И почти полное исчезновение тонких линий над верхней губой в течение 12 недель. Это были 15 женщин возрастом от 41 до 63. И крем наносился 2 раза в день. Мы здесь видим по фотографиям до и после. И так же, как здесь. Растения или масла, которые обладают противовозрастной активностью, стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Или в виде добавок, или же наружно, или в виде масла, как что существует. Это лопух, дикий ямс, амла, центрелла азиатская, женьшень, солодка, корица, острогал, масло камелии, алоэ, хмель, укроп,